Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что ожидается и какие прогнозируются движения по доллару, рублю, евро, нефти, золоту и другим интересным активам. Так, ну вот коронавирусная ситуация нас не оставляет, особенно тяжело все это протекает в Соединенных Штатах и в России. Здесь вообще идет взрывной рост и давление на экономику, на людей, вообще на все. Так, ну что касается значимых событий на сегодня, то это базовый индекс розничных продаж Соединенные Штаты 16.30. И потом вечером 19.00 выступает Лагард, председатель ЕЦБ. Вот я думаю, все сосредоточено будет вокруг этих двух событий, ну или статистических данных в первом случае. Так, друзья, ну Китай сегодня немножко скорректировался, откатился. Вот это дневной таймфрейм SFD на фьючерс S&P. Сегодня тоже по Америке идет коррекционный откат. Вчера был мощнейший феерический рост на фоне новой вакцины очередной, которую предложили. Вот. Но и сегодня, соответственно, идет некое охлаждение. Тут кто-то пошутил, с друзьями обсуждали, что теперь каждую неделю кто-то будет вытаскивать из рукава новую вакцину и гнать рынок на новые и новые хаи. И так будет до самого Рождества. Но не знаю, это все на уровне шутки или анекдота. Хотя вполне возможно, что именно такую тактику будут использовать для того, чтобы рынок держать в тонусе. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм по S&P. Здесь вполне четко прослеживается, что сейчас вот весь этот процесс может привести к тому, что будет пробито 3600. И в случае пробития 3600-3590 мы увидим коррекционный откат, цель которого будет возврат на 3550. Вот сюда вот. Ну, на самом деле это, конечно, было бы неприятно и болезненно, но пока не будет устойчивого пробития вот этого низа 3500, 3490, я думаю, с учетом того, что происходит на рынках, все эти откаты будут выкупать. Да, немножко с точки зрения здравого смысла нелогичная ситуация, потому что идет на самом деле рост количества заболевших, давление на экономику, но здесь как бы накачка деньгами и позитивом к Новому году — это определенный тренд, и мы ничего с этим не можем поделать. Хотя, опять же, обращаю внимание, вот эта ситуация, она метастабильна, то есть, ну это как перегретый пар, переохлажденный пар или перегретая вода. То есть в любой момент может появиться центр кристаллизации, который сместит равновесие в сторону перехода системы из метастабильного в стабильное состояние. В данном случае это просадка была бы. Так, ну по Европе DAX, немецкий индекс, здесь схожая ситуация с S&P. Вот, но у DAX здесь немножко все по-другому. У него критичный уровень на данный момент по 4-часовому таймфрейму. Это 12970, 12950. Пробитие вот этого уровня приведет к достаточно серьезной просадке. Так, друзья, ну и далее вот VIX. По VIX, конечно, не очень такая ситуация позитивная с моей точки зрения, потому что никак мы не можем пробить вот этот уровень 22,5. То есть, если посмотреть, все время идут удары и отскоки от него. Поскольку вот эта ситуация, она имеет тенденцию закрепляться, то вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим коррекционный отскок и движение, ну как минимум вот сюда, вот в район 26. На самом деле, если здесь не будет 26 с половиной вот так вот пробито, то ничего страшного для рынков. И, соответственно, VIX в таком состоянии будет еще какое-то время находиться. Вот. Но с учетом того, что здесь происходит, вероятность ухода вниз, снижение волатильности, она невелика. Но здесь какой может быть момент? То есть волатильность, она создается за счет опционов. Могут произвести какую-то короткую высадку и просадку VIX, например, ну, до 18. В моменте это приведет к сильнейшему росту рынков. Здесь всех ждунов высадят, и после этого уже начнется чистый рост и движение на 39. Так, друзья, далее индекс доллара. Но смотрите, здесь разворот на рост индекса доллара не происходит. Ну, сейчас на текущий момент получается он зажат 92.35, 93.1, вот в этом диапазоне.
92.35, пока он так и не пробил. Вот в случае пробития 92.35 и закрепления в этом диапазоне можно будет говорить о том, что дальнейшая тенденция на ослабление доллара, она продолжается уже прямо сейчас. Вот. Но на текущий момент здесь все-таки более вероятно было бы отскочить и двигаться в рамках вот этого консолидационного диапазона 93.1, 92.35. Опять же, обращаю внимание, если сейчас будет пробой и закрепление в этом диапазоне 92.35, 92.1 и тем более пробитие 92.1, мы можем увидеть сильное движение вниз и ослабление доллара ко всем валютам. Но сейчас, я думаю, более вероятно отсюда отбиться и поколебаться вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти здесь ситуация, я думаю, на текущий момент заключается в том, что сейчас сформировалось движение, и цель этого движения 44.35, 44.5. Вот сюда этот диапазон. Соответственно, этот сценарий не сработает, если сейчас пойдет движение вниз, и мы получим пробой 43.52, 43.55 вот этого диапазона. Если таковое произойдет, то у нас пойдет движение, цель которого будет потестить вот этот диапазон. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм, чикагская котировка. По данным SOTUS FTC, американские спекулянты немножечко выходят из золота, соответственно, ожидают его снижения. Вот, но мы уже первый этот самый удар видели вчера на фоне информации про вакцину. Сейчас я все-таки думаю, что здесь более вероятный сценарий — это удержание 1882. Вот 1882 сейчас вот это движение, оно скорее всего завершится в этом диапазоне. Если этот диапазон не будет пробит, отсюда пойдет отскок. И цель этого отскока будет потестить на прочность 1892,4. И как только 1892,4 будет пробито, отсюда пойдет движение, у которого цель будет 1900 и потом 1905. Если в том случае, если у нас происходит пробой вот этой области, то в этой ситуации у нас возникает дальнейшее движение, и у этого движения, скорее всего, камнем преткновения будет 1871,4, вот сюда вот. Обращаю внимание, что российские юридические лица на Форте и ММВБ делали ставку на то, что золото будет расти. Вот. Ну и по сути мы с вами и получили движение с момента закрытия, изменения с 1886 на 1891. То есть эта ставка и ожидание, оно вполне в данной ситуации было оправдано. Так, друзья, далее серебро, часовой таймфрейм. По серебру, соответственно, вот здесь был сигнал, который свидетельствует о том, что наиболее вероятно, что в ближайшее время пойдет тестирование на пробой 24.92, и после этого попытка сходить на 25.2 вот сюда вот. Этого не произойдет в том случае, если сейчас будет откат и пробитие 24.4. Вообще, как бы у серебра здесь есть сильная поддержка, это 24, 23,8. И в том случае, если она будет пробита, скорее всего, пойдет значительный вынос вниз. Пока такого не произошло, вот эти все движения, они наиболее вероятно являются просто игрой и набором позиций. По сотам SFTC американские спекулянты сделали ставку на рост серебра. Вот. Посмотрим, как на текущей неделе это будет реализовано. Конечно, в ближнесрочной перспективе, на мой взгляд, золото все-таки оно более уверенно смотрится, несмотря на ряд нюансов. Но если рассматривать длительный промежуток времени, я думаю, все-таки преимущество будет на стороне серебра. Так, друзья, далее рубль-доллар. Смотрите, завтра аукцион предполагается по ОФЗ, как обычно. Юридические лица делали ставку на то, что рубль будет ослабляться и к доллару, и евро. И, собственно говоря, мы сегодня именно такую ситуацию и получили после вчерашнего достаточно сильного укрепления рубля. Здесь ключевой уровень движения это 76-75. Вот если он будет пробит и потом будет задерг на 77, то в такой ситуации, скорее всего, пойдет дальнейшая фаза движения на ослабление рубля, и цель будет возврат на 77.35.
Вот. Но пока здесь на текущий момент времени наиболее вероятно нахождение вот в этой проторговке 76.15, 76.75. И только вот в случае пробития на объеме и потом проторговки выше этого уровня можно будет говорить о том, что развивается рост доллара против рубля. Но вот сегодня мы с вами вполне успешно видели, как сработали позиции юридических лиц на форте ММВБ. Они набрали лонги, и эти лонги они себя реализовали. Вот. Но сейчас, если не будет никакого особого негатива и провала по нефти, наиболее вероятный сценарий — это отбой от текущего значения, либо от диапазона 76-75 до вот этого значения, и движение вот сюда вот на 76.22, 76.15, вот сюда вот в этот диапазон. В случае пробоя 76, 75, 95 мы можем увидеть достаточно существенное укрепление, и цель его движения будет 75.15. Но такое движение, я думаю, возможно только при продолжении роста нефти. Вот. Но пока, я думаю, что рост нефти, он, скорее всего, не будет прямо такой существенный. Вот. Здесь речь скорее идет о колебании, о движении в рамках проторговки, и я вижу на этой неделе максимальное значение, которое может быть по нефти Brent достигнуто, это 45,5. Так, друзья, далее доллар-евро или евро-доллар, как угодно. Ну, смотрите, в 7 часов сегодня Лагард выступает, и под это дело, видимо, идет движение целью 1,19, вот сюда вот. Если при приходе сюда будет закрепление, и потом движение и пробой 1,1920, то мы уже на этой неделе можем вполне увидеть движение на 1,2. Однако по сотам SFTC американские спекулянты делают ставку на то, что евро будет проседать. Вот. И позиции юридических лиц на форте ММВБ тоже были не в сторону роста евро против доллара. Но здесь на самом деле вот эти шортовые позиции на ослабление евро, они были вполне реализованы вот этим движением. Потому как получается, у нас была просадка в первой половине дня, евро просело, и сейчас, видимо, в ожидании того, что будет в 7 часов выступления, идет рост. Большой вопрос, что произойдет в 7 часов. Вот, на текущий момент все-таки как-то больше на ум приходит, что будет приход на 1,19 и потом коррекционный откат на 1,1854, вот сюда, куда-то в этот диапазон. Ну а если все-таки пойдет здесь закрепление и проторговка, то уже на этой неделе мы можем увидеть феерический рост рынков, поскольку рост евро — это риск-он. Так, друзья, далее евро-рубль. Но смотрите, здесь какая ситуация. Здесь в ближайшее время вот он находится сейчас в консолидационном диапазоне 90,86, 91,06. Скорее всего, наиболее вероятный сценарий, что мы увидим пробой вот этой нижней границы и коррекционное движение на укрепление рубля 90,68. Вот сюда вот. Ну даже, наверное, 90,6. В каком случае этот сценарий не получит развития? Если сейчас происходит пробой 91,05 и здесь закрепление или рост объемов, то в этой ситуации весьма вероятно мы увидим движение на ослабление рубля 91,31 и потом 91,58. Вот сюда вот. Ну, по 4-часовику и по часовику евро-рубль tomorrow наиболее вероятно, что отбой и движение в рамках вот этого консолидационного диапазона 90,2, 91,07. Так, друзья, далее российские акции. Давайте начнем с нашего самого главного Сбербанка. Здесь у нас сейчас происходит попытка коррекционного отката, что вполне соответствует на текущий момент тем ставкам, которые сделали юридические лица на форте ММВБ. Единственное, конечно, с утра они уходили в минус, получается, если кто-то зашортил. Но сейчас вот в случае пробития вот этого значения 242,8 у нас цель движения — это тестирование 239. Вот. И таким образом получается вот этот шорт, он был выигрышным. Вот. Но если этого движения не произойдет и соответственно здесь будет отбой, то получается юридические лица ошиблись, либо они что-то хеджировали, и поэтому были иные интересы, отличные от того, чтобы заработать
вот прямо на этом движении на рынке. Вот, сейчас, я думаю, все-таки более вероятно движение вот сюда, в этот диапазон. Ну и в случае пробоя 240-239 у нас развивается движение вот сюда, вот в эту область. Если этот сценарий не срабатывает, то критерием того, что сценарий сломан, это будет прямо вот от текущих значений, либо от этого реверсионного уровня отскок и движение на пробой 250. Если 250 будет на объеме пробито, то скорее всего в ближайшее время будет взят 256,4. Вот. Но здесь слишком долго идет рост и слишком сильно, и поэтому какой-то выпуск пары здесь необходим, как минимум движение на 240-239. Так, друзья, далее Газпром. По Газпрому выполнили цель 184. Сейчас он пытается скорректироваться. Но смотрите, здесь есть у нас волшебная штучка 169-167. Вот пока эти значения не пробиты, все вот эти пертурбации, это не более чем коррекционные откаты, с моей точки зрения. Так, но если рассматривать прямо сейчас, какое здесь возможно движение, то первая цель движения это 178,5. В случае пробоя развивается коррекционный откат вот сюда, вот диапазон 170-172,5. Если идет дальнейшее снижение и пробой 169-167, то у нас вся эта конструкция, она завершается и Газпром начнет проседать. Вот. Но с учетом того, как происходил здесь рост, я думаю, сохраняется высокая вероятность того, что либо сейчас будет разворот, либо от этих значений будет разворот, и все-таки еще движение наверх. Но помним, что 169-167, если пробивается, то вот вся эта затея с отрастанием Газпрома, она может внезапно завершиться. Так, Норильский никель. Ну здесь у нас идет откат, но этот откат, скорее всего, не пробьет вот это значение 20300, потому как слишком сильно им нагрузились. И я думаю, высока вероятность того, что мы все-таки увидим движение на 21750, а потом на 22150. Но этот сценарий не сработает, если пойдет повторное пробитие и закрепление в этом диапазоне. Вот. Пока как бы фактов, которые на это указывают, их достаточно немного. Здесь больше факторов за продолжение роста. Ну, если как бы рынки сложатся и рухнут, Норильский никель расти не будет, это исключено. Так, ну и четырехчасовик, смотрите, здесь интересная очень картинка. Она заключается в том, что есть у него сейчас локальный уровень 20500-20450. Вот если этот уровень сейчас не пробивается, то от текущих значений, либо от небольшой просадки пойдет отскок и рост с целью пробития 20900 и ухода отработки вот этих всех целей, которые мы с вами обсуждали. Ну и в данном случае, если 20500 пробивается, то он уходит либо вот в эту консолидацию и будет здесь какое-то время торговаться, либо уходит на более низкий энергетический уровень, и тогда, скорее всего, это движение будет уже сломано. Вот. Но пока вероятность такого события невысока. Здесь больше факторов указывают на продолжение роста. Так, друзья, ну вот был вопрос по поводу ВСМПО Ависма. Там определенные процессы сейчас позитивные происходят. И кроме всего прочего есть определенный оптимизм по авиастроению, по Боингу, что будет больше заказов и так далее. Но здесь на что хотел обратить внимание. На самом деле восстановление авиаперелетов из текущей ситуации это вопрос как минимум 3 лет. Соответственно, спрос на продукцию самолетостроения и как следствие на Титан будет меньше. Вот. Но тем не менее здесь вот произошел такой очень интересный заход. Произошел отбой от сильного уровня и сейчас закрепился выше 17900. Ну и отсюда вполне как бы, если удерживается это значение 17900, у компании есть все основания для движения сначала на 21 тысячу и в перспективе вот это вот тестирование перехая 24500. То есть да, здесь как бы произошли все процессы, указывающие на то, что здесь запущен рост, и этот рост в обозримом будущем пройдет на 24500.
Если сейчас будет задерг пробития 17900 и закрепление ниже этого значения, и тем более проторговка на объемах, то тогда этого роста в ближайшее время не будет. И компания сначала пойдет на 17400, вот сюда вот, и потом вернется на 16100 вот сюда вот в этот диапазончик. Вот. Но на текущий момент больше факторов указывает на то, что здесь сформировался импульс для роста и движения, у которого среднесрочная перспектива это 24500, вот сюда вот. Все, друзья, спасибо за внимание.